Я Диана Алимова, финансовый директор Куб2Б. В компании Куб2Б мы помогаем развиваться бизнесу, оптимизировать налоги и эффективно управлять финансами для роста прибыли наших клиентов. 3 цифры о нас. 18 лет я управляю финансами разных компаний до 1,5 миллиарда рублей оборота. Более 5000 налоговых проверок мы успешно прошли вместе с нашими клиентами. По итогам последней налоговой проверки мы вернули 1 миллион 556 900 рублей живых денег нашему клиенту. Наш продукт – это порядок в бухгалтерии, минимальные налоги и эффективные финансы. Сегодня я вам расскажу про дивиденды, как регулярно выводить деньги из бизнеса без ущерба для компании. Дивиденды – это зарплата собственников, все о них знают, но не все собственники их получают. А как выводить деньги из бизнеса, если компании нужны средства на развитие? Да что там, просто оборотные средства, деньги на зарплату сотрудникам и на оплаты поставщикам. Ситуация, когда вывод дивидендов оборачивается кассовыми разрывами, вообще не редкость. Если выводить из оборота деньги, не зная, с какой рентабельностью работает бизнес и какая прибыль в компании, то банкротство неизбежно. Чтобы дать шанс своему бизнесу, нужно как можно скорее внедрить управленческий учет. Это база, упорядоченная система отчетов и показателей, отвечающая на вопрос, в каком состоянии находится организация. Как необходимо распределить имеющиеся ресурсы, чтобы повысить эффективность деятельности? Открою вам секрет. Если ваш бизнес генерирует от 4 миллионов рублей в месяц, то можно найти 1 миллион рублей внутри компании. Только представьте, если составить финансовую модель вашего бизнеса, то это обеспечит отсутствие кассовых разрывов, контроль показателей оборотного капитала, соотношение дебиторской и кредиторской задолженности, безопасной для компании, эффективность персонала и окупаемость расходов, рост собственного капитала и чистой прибыли, и это все приведет к росту стоимости вашей компании. Но говорить терминами не очень интересно. Вот классная история из нашего опыта. К нам обратился собственник сети стоматологических клиник. Говорит, у меня кассовые разрывы. Дивидендов он не видел уже полгода. Говорит, прибыль-то вроде есть, но денег на выплату зарплат и на налогов в моменте не хватает. Ни на расчетном счету, ни в сейфе. В общем-то, стандартная несложная задача выстроить платежный календарь на квартал вперед по дням и посмотреть, какие платежи или поступления перенести, поставить задачу бухгалтерам. Но все оказалось не все так просто. Что-то пошло не так. Сразу насторожила мысль о том, что клиника работает с физлицами, продажи либо есть, либо нет. Вероятность кассового разрыва при наличии прибыли в подобной нише минимальна. Это не производство, где поступление от контрагентов проходит большими траншами, поэтапно. Так решено. Сначала сверим показатели за последние месяцы. Ну или то, что есть, соберем. Бухгалтерию, ЦРМ-ку, отчеты в Excel, на коленке. И так проанализировали показатели, и стало понятно, что за 8 месяцев расходы превышают доходы. То есть уже сейчас клиника работает в минус. Есть удачные месяцы, но в целом по году прибыли нет. Собственник не понимал этого, так как единого учета финансов нет. Бухгалтер был приходящий, все данные не вносил. То есть вот поступление, например, 4 миллиона 300, постоянных расходов 1 500 000, переменных 2 миллиона 600 000 рублей неучтенных наличных расходов, которые не отсортированы. К тому же на 700 000 рублей покупаются расходники, которые указаны как инвестиции. То есть проблема кассового разрыва превратилась в отсутствие прибыли. Поэтому перед составлением платежного календаря сначала нужно выстроить правильную финансовую модель, которая при масштабировании будет увеличивать прибыль, а не масштабировать убытки. Решено, сделано. Согласовав с собственником план работы, мы берем под контроль доходы клиники. На основании отчета загрузки врачей из ЦРМ клиника недозагружена. Например, в августе процент загрузки врачей составил 60%. По сравнению с записанными клиентами. Понимаете, из 10 записавшихся на прием приходит только 6 человек. Вернее, выручка поступает от 6 человек. Таким образом, вместо 50 миллионов возможной выручки мы получили 32. Где 18 миллионов? Статистика причин неявки, статистика перезаписи отсутствует. Для управления этим показателем ставим задачу администратора фиксировать все причины отказа и неявки. Через месяц мы вернемся к этим данным для аналитики. Берем под контроль переменные расходы клиники. Например, затраты на расходные материалы. Их нужно стандартизировать. Каждое рабочее место для оказания каждой услуги должно быть стандартизировано. Составить технологическую карту расходов на оказание каждой услуги. Отслеживать фактические расходы. При наличии отклонений сразу же работать с причинами для того, чтобы определить, а насколько они объективны для бизнеса. Для составления технологической карты можно сделать все что угодно. Ищем по видам услуг информацию в интернете. Можно купить в другой клинике готовую технологическую карту, либо составить самим. Берем под контроль постоянные расходы.
Обратили внимание, что у нас большой расход наличных денежных средств, выданных под отчет. Анализируем целевой характер закупок за наличку, включаем их в калькуляцию всех расходов на оказание клинике услуги. Определяем реальную себестоимость услуг. На основе рассчитанной себестоимости определяем, а насколько стоимость услуги для пациентов соответствует себестоимости оказанной услуги. И как повышение среднего чека повлияет на итоговый финансовый результат. Для этого вставляем отчет «План-факт». Переходим на другую систему налогообложения. Вместо УСН 6% на ОСН с льготными ставками для медицинских учреждений 0% НДС и 0% налог на прибыль. В результате экономия на налогах составила 1 миллион рублей в квартал. Для применения налоговых льгот предусмотрели наличие медицинской лицензии, не менее 15 трудоустроенных сотрудников в штате. Кроме этого, нужно еще убедиться, что выручка не менее 90% от медицинской деятельности. Тут с этим все в порядке. И в результате повышаем средний чек на 1000 рублей путем пересмотра цен на расходники. Рост прибыль составила 6 миллионов рублей. Появились деньги на закупку нового оборудования. Результат за 3 месяца работы не отошел от начального плата. Обороты увеличились, постоянные расходы снизились. С учетом перевода денег на фонд закупки нового оборудования освободилось 1 миллион 800 рублей. Все систематизировали, привели в соответствие целевое использование денег, прибыль 1 миллион 354 тысячи рублей, внедрили платежный календарь, план-факт, то есть финансовую модель компании на ближайшие 2 года с учетом повышения цен, сезонности и продажи дополнительных услуг. В планах внедрить еще движение денежных средств и управленческий баланс, так как в течение года нужно обновлять оборудование и создавать фонды с учетом амортизации. Итак, более 1000 компаний выросли вместе с нами. Мы точно знаем, что в любом бизнесе есть ресурсы для увеличения прибыли. Но важно не просто знать метрики управленческого учета, важно еще уметь с ними работать. Это уже компетенция эксперта, финансового директора, который видит за цифрами возможности или угрозы и помогает руководителю принимать грамотные управленческие решения. Как я уже говорила в самом начале, базовый инструмент управленческого учета – финансовая модель. Выглядит она вот так. Мы можем с вами составить такую финмодель для вашего бизнеса, и вы будете четко знать, когда и какие суммы вы можете выводить из бизнеса, да и в целом понимать, что с бизнесом будет через год, как ваше решение, скажем, поднятие на 25% или на 40% скажется на доходах. Это будут четкие, мотивированные цифрами ответы. Хотите знать свой бизнес и получать от него вашу собственную прибыль регулярно? Тогда пишите в комментариях к ролику «Хочу прибыль», и мы запишем вас на бесплатную консультацию финансового директора. Мы гарантируем, что в любом бизнесе есть скрытый ресурс чистой прибыли, ваших денег, которые вы сейчас не можете получить. Время – деньги. Не теряйте его. Запишитесь на консультацию прямо сейчас.